Новая ультрас-группа решила делиться и... Обосрал, все нам. Мы ездили везде на халяву и бесплатно. Равняйтесь на низшей лиге, это очень круто. Мы волжане коренные! Романтика! Приветствую, с вами Ваня Романтик. Новые выходные, новое путешествие. Я уверен, оно будет очень увлекательным, но в тот же момент серьезным, потому что меня позвали снимать футбол в Саратове. Правда, пока что я еду только в Пензу. Почему именно, вы узнаете чуть позже. Ну а сейчас настало время идти в поезд и садиться на свое место. Ночь в поезде, и вот я в Пензе. Почему, собственно, Пенза? Иногда, а точнее всегда, рабочий график вносит свои коррективы в отправление в какую-то точку нашей страны, и не только нашей страны. И в этот раз ни один прямой поезд до Саратова не подходил мне по расписанию. Поэтому самый идеальный вариант был как раз взять поезд до Пензы. От Пензы я уже поеду на Блаблакаре, который, кстати, отправляется через 20 минут. Увидимся в Саратове. Да, что-то небо в Пензе ни разу не гостеприимное. Хорошо, что я через 20 минут уезжаю в Саратов. Еще 3 часа в пути, и вот я в Саратове. Первым делом, куда меня повели парни, это стадион «Сокол». Почему именно сюда? Потому что этот стадион является историческим для фанатизма. Именно здесь, в 1985 году, появлялись первые ростки зарождения фанатизма в городе. С моей спиной находится как раз центральный сектор, но тут это довольно расплывчатое понятие, потому что трибуны деревянные, и они сплошные. И самые первые активисты начинали собираться и поддерживаться. Первый же выезд был аж в 1989 году, когда фанаты организованно под видом экскурсии поехали в город Волжский, куда их добралось 44 человека, как несложно догадаться, по количеству мест в автобусе. Приехать в Саратов стоило хотя бы ради того, чтобы пообщаться с человеком, у которого есть целых 2 золотых сезона в конце 90-х и в начале нулевых. Знакомьтесь, это Фан Акула. Каково вообще было ездить в конце 90-х годов по России? Насколько это отличалось от нынешнего времени? Вот те года, это кайфово было, самый расцвет фанатизма. Сейчас-то уже совсем по-другому, не то что немножко, а в общем, все года я получал кайф от этого. Просто едешь там на электричках, там по-разному бывало. С 18 лет начал ездить. Впечатление моря, там приезжаешь, тебя встречают фанаты других городов. Раньше не как сейчас, там враги туда-сюда. Раньше я застал такие времена, тем более у нас там по первой лиге, когда начал с 98-го ездить, приезжаешь, фанаты, друг и брат, ну и, естественно, там заранее созваниваешься, приезжаешь и проводишь кошерное время. К сожалению, сегодняшнее пребывание в Саратове у меня довольно сильно ограничено, потому что почти сразу после футбола я уезжаю обратно в Москву. Поэтому очень удобно, когда в городе есть какая-то высокая смотровая площадка, откуда ты можешь лицезреть, в принципе, весь город, какие-то основные, высокие здания, достопримечательности. Здесь в Саратове к этому подошли с умом, сделали красивую смотровую площадку, которая одновременно является и мемориальным комплексом памяти Великой Отечественной войны. Вот так вот это все выглядит. Чтобы посмотреть главную достопримечательность города Саратова, нужно пройти по самой главной тропинке города. Быть в Саратове и не прогуляться по набережной реки Волги, я считаю, это настоящее преступление. Осталось только сделать фоточку в полоборота на фоне моста, и все. Все, что можно, ты уже сделал. Осталось только попасть на футбол.
Скоро будет еще веселей. Станем мы в разы сильней, бело-синих прославлять, подключая к движу сына. К сожалению, центральная улица полностью перекопана, поэтому главные памятники выглядят сейчас вот так вот. Такой антураж. Вспомнишь самый необычный для себя, ну, либо самый запоминающийся выезд за твою богатую историю? Запоминающийся в чем? Может быть, выезд, где был один, может быть, а таких выездов у меня штуки 3, наверное, в этом запоминании. Ну, помню, стоял в Нальчике один, у них что-то там тоже какой-то бум был. Отдельной трибуны гостевой как таковой не было. Расположился на трибуне, где сзади меня там ихние болельщики, там, ну, такие, ну, не как болельщики, ну, да, футбольные болельщики, но не фанаты. А Сокол неплохо тогда играл. Забиваем гол, я что-то там начал радоваться, там флагом махать, а там сзади летят камни. И вы что, говорю, ну, издеваетесь, что ли? Я один приехал, а они говорят, мы вообще не понимаем, зачем сюда приехал. Там милиция, они говорят, ну, говорит, мы ничего здесь сделать не можем, ты просто прими этот и, говорит, как бы просто стой и болей, как бы, молча. Ну, может, вот в этом какой-то прикол. Ну, а так, ну, один был в Калининграде еще, так получилось. Ну, я ездил, у меня золотой был, как бы, туда никто не поехал, хотя собирались, но не поехали. Тоже клевый выезд был. Давай! Вот я и возле стадиона «Локомотив». Сейчас двигаем на футбол. Стадион появился аж в 1957 году. Появилось первое упоминание, то, что хотят построить здесь поле. Вроде как к 1962 году и все-таки стадион построили. Но вообще поле здесь было даже в самом начале 20 века. Правда, тогда здесь был всего лишь ипподром, на котором местные команды также играли в футбол, да, насколько это было возможно. Идем на стадион. У стадиона «Локомотив» имеется 4 трибуны, но что примечательно, от создания первой трибуны до появления последней прошло без малого 20 лет. За моей спиной находится, ну, в принципе, даже трибуны ее сложно назвать, там больше потрибунные помещения, двухэтажное здание с залом, раздевалками и так далее, насколько мне известно. Это северная трибуна. Трибуну, которую вы не видите, называется южная. Там поставили табло, оно уже новое. До этого было старое, такое стандартное, советское, с лампочками, на которых высвечивалось, кто забил гол, какой счет и так далее. Ну и по сторонам располагается западная и восточная трибуна. Сейчас я хожу вдоль западной, но на восточной есть также фан-сектор, который появился исторически. Но новая ультрас-группа решила делиться и теперь находится на западной трибуне. Сейчас покажу еще один забавный момент. К сожалению, липецких фанатов приехало не так много. Если быть точным, их было 2, сейчас один остался на секторе. И если раньше расположение гостевого от фанатского сектора было довольно-таки далеким, то сейчас, новоиспеченный, да, один из фанатских секторов, которые есть, располагается буквально в 20 метрах от гостевого сектора. Я думаю, если приезжают гости, там, которые враги, то несложно устроить какие-то интересные события. На трибуне тип стоит, на груди его Спартак. Наплевать мне на Зенит, и тем более Спартак. Это Нью-Йорк, это называется место Квадрат. О, это знаменитая сеньорита, очень знаменитая, кстати, я не помню, как ее зовут. А пойдем туда, присядешь, не напрягайся. Это саратовская наша, оно везде, как бы, оно и в Москве, и в Саратове, ты сам понимаешь. Это да. Это с быдлом ничего мы не сделаем. Вспомнишь самую яркую драку для себя какую-то, либо просто самое яркое событие? Их много на самом деле, этих драк, этих просто матчей отличных, вообще, которых я просто запоминаю.
именно матчей. Я же не только же. Та же кубковая игра с Крыльями Совета, ну там все было. Естественно, я помню вот это вот старое при Корешкове, при тренере, когда мы выходили в высшую лигу. Я помню эту игру. Я приехал с разбитой башкой просто, блядь, на футбол, блядь. Когда мы вышли в первую лигу ФНЛ. Очень много воспоминаний. Это любимый мой клуб, это мои воспоминания. Я считаю, это эмоции, это очень круто, это вау просто. Я живу этим. 99-й год, насколько я понимаю, это было самое зарождение вражды с Воронежем. Про нее можно почитать в интернете, да, во всех красках, почему, собственно, началась вражда. У вас во врагах еще традиционные, да, соседние города большие, это Пенза, это Самара. Может быть, расскажешь, как с кем-то из них зарождалась эта вражда? С Воронежем я застал те времена, когда никакой вражды не было, там 98-й год. Вражда пошла после 99-го года, когда они приехали, им там в футбольных моментах там не понравилось что-то, как бы, ну, у нас бум был, тут полный стадион, им ставят свободный удар, как бы они после этого говорят, вы там нам враги. Ну, это чисто, знаешь, как тогда модно было, вот там мы хотим с Саратовом враждовать. Как бы. А я застал те времена, когда я туда приезжал, нас встречали, они сюда приезжали, мы с ними там по молодости чуть не в подъезде вместе время проводили. Эти времена помню, как бы. А потом уже на волне вот этого, как бы, тех годов, там, вы нам враги, ну, враги, значит, враги, как бы. У нас большущая дружба с Тольятти, и была ситуация в 99-м, 98-м, может быть, году, я не помню. Ну, короче, игра была, я не знаю, в каком это кубковом ранге там или что-то в этом роде, я не знаю. Наши ребята выступали за Тольятти, короче, приехали в Тольятти, там есть определенный фонтан возле старого стадиона Металлурга. Тольятти это маленький кусочек Самары, по большому счету. И ребята решили, ну, я считаю, как мы больше, чем всего лишь Самарская область. Мы сами по себе самобытные и прочее. Движуха там. Саратов двигался вместе с Тольятти, мы были друзьями. И мы задружились и, естественно, бились против Самары вместе. Сейчас говорят, вот у нас с Волгоградом вражда, хотя как бы у меня в Волгограде одни друзья. Я не знаю, там даже по тем временам, когда были враги, я туда приезжал, меня встречали и провожали. У нас, говорит, тоже новая волна, соседние города враждуют. Ну, акула-то, ты у нас всегда как бы гость, да. Как у многих клубов в России, у футбольного клуба «Сокол» имеется богатая история. Кстати, клуб основан официально в 1930 году, но по поводу этого есть расхождение как и в сторону более раннего появления, так и в сторону, наоборот, более позднего, потому что еще в дореволюционной России был футбольный клуб или футбольный кружок «Сокол», который находился в Саратове. С другой точки зрения, основанию «Сокола» дают дату 1937 года, тогда клуб впервые принял участие в Кубке России, а в 1946 он впервые принял участие в чемпионате России. Поэтому, ну, непонятно, да, где есть правда, но официально пока что принят 1930 год. Забавно, что здесь олимпийский огонь был создан для пожарников. То есть пожарники, в принципе, тушат, но огонь все равно есть. Здесь можно встретить тех людей, которые ездили на футбол даже в Советском Союзе. Евгений, скажите, пожалуйста, когда вы первый раз пришли на футбол? В 1979 году. Как раз я поступил в институт, приехал. Я сам из района, а тут переехал в Саратов. Вот первый раз с друзьями пошел на футбол в 1979 году. Когда наступила ваша выездная деятельность? Когда был первый гостевой матч, который вы посетили, чтобы поболеть за саратовский «Сокол»? В июне 1986 года я был на первой выездной игре в Майкопе. Мы выиграли 3-1.
И сколько на данный момент накопилось выездов у вас? Ну, порядка около 300. Можете сказать, вот для людей, как я, например, которые никогда не ездили на выезда в Советском Союзе, потому что я родился в 92-м, это было уже исключено. Ну, понятно. Есть какое-то отличие, было ли какое-то отличие тогда от того, что есть сейчас? Масса. Давайте топ-3. Я вам Самых основных. Первые вообще в той нашей среде считал западло деньги тратить на билеты. Это первое. Мы ездили везде на халяву и бесплатно. Там, конечно, своя система была как. Но это в поездах, да. Проехать бесплатно было элементарно. Мы по 10, по 12 человек ездили. Даже в Смоленск тогда поехали. Один билет по студенческому, мы 12 человек уехали. Но это долго рассказывать, эту систему, как можно было на халяву проехать. Одному проще. Один вот я, допустим, в Самару тогда ехал, Новокузнецк, Кисловодск. Отправление поезда, подбегаешь в 15-й вагон, запрыгиваешь, проводнице говоришь, у меня билет в 7-й вагон, и пошел. Идешь с 15 до 1 и с 1 до середины состава. За это время проверяются билеты. И остановиться надо в тамбуре обязательно плацкартного вагона. Потом, постоял с человеком, переговорил. Говорит, вот я еду, мне билет, с тобой присяду в плацкарт. Да, садись. Сколько раз проводники. А ты, по-моему, не с моего, допустим, вагона. Этот же мужик сидит и там говорит, да это товарищ встретил с соседнего вагона. Так, сколько раз проезжали. То есть на халяву проехать был. У нас считалось деньги на пожрать и на выпить. И все. Вот такая была система. На этих кадрах вы видите флаг. У этого флага довольно забавная история. Если изначально Сокол держал в руке фаер, то после какой-то передряги один из охранников сказал, что с фаером мы не будем пропускать флаг, поэтому вместо фаера приделали флаг. Но, с другой стороны, написали цензура. Довольно забавно, как мне кажется, а вам? Это представители ультрас-движения West Wing, представляющие Сокол Саратов, естественно. Как появилась идея создать свою ультрас-ячейку в Саратове? Но получилось все довольно случайно, то есть никто даже не думал о создании движа сначала. Просто уже так получилось то, что пришел спад фан-движения, и изначально началось с того, что просто хотели поддержать команду, находясь на обычных секторах, с обычными болельщиками. Один раз просто подготовили баннер в поддержку, не все люди были довольны тем, что мы растягиваем баннер на обычных секторах. Решили на следующую игру перейти просто на другую трибуну, думали, что это будет один раз. Появилась идея там у одного из наших участников взять с собой гитару. И пошло-поехало. Просто как бы там изначально получалось, что 5-й сектор это там, где заряжала Кузьма, 7-й сектор, который через 1, это фан-движение. Получилось так, что на 5-м секторе нам не очень хотелось сидеть. И мы пошли как бы на соседей на 6-й, потому что на Запад вообще был изначально вообще прям мертвый. И на одном из матчей, вот на первом, где Дима сказал, что был баннер, получилось так, что 5-й сектор заряжает, мы 6-й отдельно и на 7-м отдельно. И в итоге мы решили пойти на Запад. Получилось очень прикольно. Поначалу на первом матче у нас было 14 человек. Сейчас у нас от 50 как бы пару раз и сотка набиралась. Надеюсь, что это количество будет расти от матча к матчу, потому что, к сожалению, в России сейчас тенденция идет обратная. Это город мой родной, над землей день встает. Зиги, Сокол, Зага, ой, напевает мой народ. Это как семья, это город мой, это клуб наш Сокол, Зига, Зага, ой. Если сейчас максимальная вместимость стадиона в районе 15 тысяч человек, то максимальное количество зрителей матч набирал аж в 1967 году, когда сюда приезжал «Спартак» в рамках Кубка СССР, и тогда на стадион набилось вроде в районе 35 тысяч человек. Я не представляю, как они здесь все поместились, но факт остается фактом. Как давно последний раз посещали футбол выездной? В этом году. В этом году какой матч? Жигулевский кубковый матч Акрон, Сокол. А сейчас предыдущий сезон у меня был золотой полностью. Я катал 17 выездов на своей машине. Зона центр, попроще на своей машине ездил. А в этом немножко обстоятельств. У меня мама пожилая. Тяжело оставлять ее одну дома, поэтому сейчас воздерживаюсь от выездов. И то на чемпионат мира, когда уезжал, и то на матчи.
просил соседей, что ходили, потому что у меня билеты купленные уже были, и нельзя было не ехать. Поэтому просил соседей, чтобы за ней приглядывали там, и сам уезжал. Давно не было ничего слышно про околофутбольную сцену «Сокола». Что сейчас вообще осталось? Я могу выразить лично свое мнение. Да, субъективное. Да, субъективное. Как по мне, так есть и были конторы, была молодежь достойнейшая. И я считаю, она присутствует по большому счету. Но все у нас подугасло, и я не знаю, к чему и как. Мне кажется, все-таки это с мусорскими репрессиями и прочей хуйней проще кататься за Локомотив, Спартак, ЦСКА. Вот как-то так стало, и родной клуб у некоторых людей стал на второй план, по большому счету. Саратов — это такой город, который, блядь, здесь мало людей, которые любят именно свою команду. Ну, да. Команду своего дохуя, города. Здесь блядь, да, красно-зеленые, там, я не здесь знаю. дохуя коней, здесь дохуя мясо, блядь, они между собой в городе машутся, там, по-разному, короче. А вот именно... Сокол да. мало, очень мало. Очень правильно говорит. На самом деле, Надо любить свою команду. Ты здесь родился. Я думаю, Сергей меня поддержит в этом плане. Да, конечно. Люби город, люби команду. Люби город, люби команду. И команда, да хер с ним, где она играет. Она может играть, блядь, в любителя. Она может играть, блядь, я не знаю, где меньше любителей. Понятие ультрас в России — это люди, которые именно специализируются на активной поддержке команды на секторе, визуально и так далее. Как бы в Европе, когда ячейка именует себя ультрас, то это все-таки люди, которые готовы ко всему. Вы относите себя к первому случаю, либо ко второму? Первому. Первым. То есть мы в первую очередь, конечно же, за то, чтобы поддержать команду. Баннерами, там, музыкой, зарядами, на выезда тоже, более-менее, у нас часто, в принципе, получается на выездах. Дима в этом сезоне сколько ты выездов? 4, 5, 3? В этом 3, в планах еще 3 до Нового года. Да, то есть в первую очередь, конечно же, мы за поддержку. Но если что, я думаю, что мы все мужики, можем дать отпор. Лучше всех! Оле-оле-ола! Сокола! Довольно интересная ситуация наблюдается сейчас в фан-движении «Сокола» из Саратова. Почему? Потому что помимо того, что есть два основных сектора, с которых летит поддержка команды на поле, есть еще отдельный такой персонаж, которого в какой-то момент, как я понял, попросили уйти после непонятных событий на матче с Анжи. Он сейчас заведует поддержкой на центральной трибуне, также у него есть свой барабан, также он настраивает людей поддерживать «Сокол». Получается, грубо говоря, есть 2,5 активных сектора, и с каждого сектора несется своя поддержка. Чем-то, может быть, напоминает даже Европу. В интернете несколько лет назад облетела, ситуация, то, что сюда приезжала Анжи. Да, и была какая-то мутная ситуация с одним из людей с вашей трибуны. Можете расставить все точки над «и»? Все, я понял, все услышал. Мы поехали тогда в Ярославль. После этого, да, там все писали: ярославцы, блядь, ребята, мы вас встретим, все счастливы. А на деле мы приезжаем, да, и ребята говорят: что за хуйня с малышом? Блядь, малыш, да. Я не могу сказать, что он говно, он пидерас, он нормальный мужик, но он зашкварился. Он зашкварился тем, что вот эта хуйня произошла. И он зашкварил не только, блядь, Саратовский движ. Саратовский движ, он всех зашкварил. Обосрал, все нам.
своими пиздюками, блядь, ебаными. У него есть какой-то контингент, ну, есть какие-то молодежь, какая-то определенная, которая может что-то там двигать, понимаешь? И, блядь, когда люди об этом узнали, я помню, приложить можно фотографии, вот, это то, что мы против малыша, мы против всей этой шляпы, блядь. Это был зашквар галимый, и это был с его стороны. Это не было движухи с общака какого-то фанасия. Через несколько туров мы опять попали на Анжи, было расставлены точки над «и», потому что мы заряжали там ебать Анжи и прочую хуйню. Мы всегда придерживались правой темы. Саратовский движ всегда был правый, блядь. Если кому-то что-то кому-то не нравится, блядь, извиняться никто не будет и не собирается. Я слышал, что вы делаете программки. Вот этот уже 30-й сезон. 30-й сезон, как делаете программки. Да. А есть сейчас? Или уже разобрали? Есть. Есть. Вам Сколько? подарить? Если подарите, будет замечательно. Сейчас. Подарю я вам. Спасибо, я их собираю. Да. Вот номер, смотрите общий. Сколько я их сделал на Сокол. 522. Ну, помимо этого еще делал программы «Хопер Балашов», «Искра Энгельс», на «Сокол Дубль», на «Салют Саратов». То есть, если в общей сложности все собрать программы, то я не знаю, 3 справочника выпускал на «Сокол», 1 книгу, потом 4 справочника на Энгельскую «Искру», 2 справочника на «Хопер Балашовский» делал, так что... Скажите, с высоты лет как не терять вот эту хватку, любовь к футболу, любовь к выездам и так далее, потому что сейчас многие люди просто поступают там, например, начинают со школьных лет, отучатся в институте и потом как бы уходят. И все. Да, и прекращают ездить. Есть какой-то у вас секрет, как все-таки? Это здесь должно быть, в душе, в сердце, поэтому для меня вот, чтобы завязать, я сколько раз хотел бросить делать программки. Даже некоторые сезоны не полностью их делал, а потом я сижу, думаю, я, когда делаю программу, я душой отдыхаю, понимаете? Поэтому, когда я ее брошу, мне вот чего-то не хватает. А когда работа в удовольствие, то ее хочется всегда делать, понимаете? Да, согласен. А для меня это вот, делать программу, это одно удовольствие. Я, когда ее делаю, люди говорят, ну что там с этими цифрами туда-сюда, говорю, а я, наоборот, отдыхаю, когда я ее делаю. Вот в чем дело. Спасибо вам большое за ответы. Да, жму вам руку. Все, спасибо. Ну, просто невозможно не отметить формат поддержки данного сектора. Если у нас обычно в России принято все-таки поддерживать криком, то здесь упор сделан именно на музыку. Музыкальные инструменты на секторе, сегодня нету, но вообще есть и волынка, и гитара. Сегодня есть аккордеон, баян, и барабаны, и мотивы все, в принципе, стандартные для России. Это какие-то перепевки песен, но как это сделано? То есть, даже здесь, если в Саратове это можно сделать, не знаю, почему этого не делают остальные движи. Все вышки на заметку, парни, равняйтесь на низшей лиге, это очень круто.
Вот такой вот получилась моя поездка в Саратов. Местной команде немножко не повезло, они проиграли Металлургу из Липецка со счетом 0-1. Если тебе понравился этот выпуск, обязательно ставь лайк, подписывайся на канал, жми на колокольчик, чтобы не пропускать следующие выпуски. По традиции я делаю розыгрыш, разыгрываем небольшой комплект стикеров, и помимо этого мы разыгрываем вот такой вот крутой журнал. Чтобы в конкурсе поучаствовать, тебе необходимо всего лишь сделать репост с моей страницы ВКонтакте и быть подписанным на мой YouTube канал. Я отправляюсь сейчас на поезд обратно в сторону Москвы, ну а мы не прощаемся. В вашей ультрас-группе уже почти 2 года. С наступающим обычно не поздравляют, поэтому я не буду этого делать, поздравлю попозже. Все, спасибо еще раз. Моя рука, она всегда отсыхает, просто это вообще невозможно.